Всем привет на этом расчудесном канале, на котором выкладывается видео помимо аккумуляторов еще и про мотоблоки, про ремонт и эксплуатацию. Так вот, задали очень хороший вопрос, мне понравился. Как узнать, что мотоблок этот перегрелся? Что за глупый вопрос, могут многие сказать, потому что если мотоблок перегрелся, то из пробки валит пар, это же коню понятно. Но на самом деле не все так просто, ребятки, не все так просто. Если из пробки радиатора повалил уже пар, то понятное дело, что мотоблок уже двигатель перегрелся. И не заметить этого невозможно. Повалил пар, значит точно перегрелись. Но дело в том, что моему мотоблоку больше 10 лет и ни разу такого явления я не видел. В большую жару под нагрузкой иногда слышал, как пробулькивает в радиаторе. То есть вода все-таки закипает. Но пара из радиатора не шло ни разу. Так вот, как узнать, что мотоблок таки перегрелся? А перегреться он может, без вариантов. И если мы немножко разбираемся в двигателях, а мы в них разбираемся, и еще даже возьмем, почитаем правильную инструкцию китайскую к этому мотоблоку, не тот ширпотреб бумажный, который продают вместе с мотоблоком, и он вроде как идет в комплекте с этим двигателем, потому что в том ширпотребе столько всякой ерунды. Те мурзилки непонятно откуда переводились, и непонятно уже по какому разу, ошибок там немерено. Если мы возьмем настоящую китайскую инструкцию, то там прочитаем, что этот двигатель рассчитан на час-полторы работы под нагрузкой в зависимости от температуры воздуха. Так вот, пар из радиатора пойдет уже тогда, когда ваш мотоблок давно уже перегрет, работает с перегревом и вполне возможно получит увечья. Так вот, все эти температурные датчики, которые пихают между сот радиатора, в головку блока, вместо краника сливочного, то есть краника для слива воды. Это все, ребятки, хорошо, что вы видите температуру охлаждающей жидкости. Но на этом двигателе это все фигня. Почему? Потому что все дело в моторном масле. Вот именно моторное масло как раз таки и перегревается больше всего. Потому что какой температурный баланс двигателя? Двигатель на 30% охлаждается самой охлаждающей жидкостью, только всего-навсего на 30%. 30% идет на выхлопные газы, 30% уходит на моторное масло. Так вот, моторное масло, ребятки, тоже надо охлаждать. И в нормальных двигателях моторное масло имеет отдельный радиатор. Ну, в старых советских, скажем так, двигателях был отдельный масляный радиатор на охлаждение моторного масла летом. На зиму он перекрывался. Ну а на современных двигателях, потому что современные масла уже выдерживают более высокие температуры, чем старые советские, соответственно, применяется маслоохладитель жидкостный, который связан непосредственно с охлаждающей жидкостью двигателя. То есть масло охлаждается охлаждающей жидкостью двигателя. Опять же, потому что современные масла могут работать при температуре 100 градусов. Поэтому их можно охлаждать охлаждающей жидкостью двигателя. Потому что температурный режим двигателя, охлаждающей жидкости в двигателе, около 105 градусов. А вот на старых советских двигателях масло не рекомендовали нагревать больше, чем 80 градусов. 80 градусов это уже перегрев. А рабочая температура моторного масла была 60 градусов. И на старой советской технике был отдельный градусник на масло, на высоконагруженной технике. Потому что за температурой масла в этом случае надо было следить. Потому что именно перегрев моторного масла и вызывает общий перегрев двигателя. Опять же повторюсь, на этом моторе мотоблочном нету никаких масляных радиаторов. Так вот еще один нюанс. Обычно сколько льется в мотор масла? Обычно льют его из расчета 1 литр масла на 1 цилиндр двигателя. Этот мотор одноцилиндровый, а льется к нему по паспорту 1,5 литра масла. Почему так много льется? Не литр, а целых 1,5. А на двигателях помощнее даже целых 2 литра. А на двигателях еще помощнее, там уже по 15 лошадиных сил, 2,5 литра до 3. Вот у меня, допустим, 175-й двигатель короткий. Сюда по паспорту льется 1,5 литра масла. А я лью 2, потому что этот картер позволяет залить 2 литра масла. Коленвал до масла не достает. Почему я такой глупый? Ну, на самом деле я не совсем глупый, потому что чем больше масла в картере, тем, понятное дело, оно дольше будет нагреваться. Вот если 1,5 литра масла нагревается за час работы под нагрузкой,
то 2 литра масла нагревается за 1,5 часа или за 2 часа. А если бы я сюда залил 4 литра масла, то я мог бы работать без перегрева 3-4 часа. Но, к сожалению, 3-4 литра масла сюда не влезает. Влезает максимум 2. Вот если мы посмотрим вниз мотора, то мы здесь ничего не увидим. А вот если мы точно так посмотрим на двигатель десятку, 10-лошадный, то мы увидим там штампованный из тонкого металла поддон. Зачем они туда поставили этот поддон? Ну, понятное дело, двигатель мощнее, значит горит больше солярки, значит выделяется больше тепла. Значит масло быстрее греется. Поставили поддон, чтобы увеличить объем масла. И к тому же этот из тонкой жести поддон, он способствует тому, что масло охлаждается. То есть через его тонкие стенки масло отдает тепло на наружный воздух. То есть хоть какое-нибудь охлаждение масла все-таки есть. В этом 175-м двигателе поддона нет, никакого охлаждения масла нет. Если взять 178-й мотор воздушного охлаждения, то он сделан из алюминия. И картер его алюминиевый. Алюминий тоже очень хорошо проводит тепло. Ну и к тому же на том алюминиевом картере есть специальные ребра, которые отводят тепло. То есть там тоже масло охлаждается. Но тем не менее тому двигателю это не помогает, потому что там объем масла всего-навсего 1 литр. Ну, литр 100 максимум. Так что то масло очень быстренько перегревается. Вот если взять 178-й двигатель воздушного охлаждения, который устанавливается на генераторах, потому что это в первую очередь генераторный мотор, то там есть специальная система, которая смотрит за давлением масла в картере. Специальный датчик стоит. И если моторное масло перегрелось, значит вязкость его упала, упало давление в масляной магистрали, сработал датчик, который перекрыл топливо на насос высокого давления. Двигатель заглох. И вы его фиг заведете, пока масло не остынет. На мотоблоке такой системы китайцы, соответственно, не ставят, потому что мотоблоки будут глохнуть через очень короткий промежуток времени, и кто ж такой мотоблок купит. Поэтому мотоблоки с такими двигателями, как правило, работают с перегревом. Чем страшен перегрев? Ну, понятное дело, если масло перегревается, теряется его вязкость, оно перестает выполнять свои функции. То есть не отводит тепло от деталей и плохо их смазывает. Соответственно, идет повышенный износ двигателя. В первую очередь очень быстро изнашиваются кольца, цилиндр и, самое главное, вкладыши. И если вам повезет, то когда масло перегреется, шатунные вкладыши у вас просто зажмет, двигатель задымит сильно черным дымом, и вы будете думать, что случилось, и пойдете искать проблему в топливной системе. А всего-навсего проблема в том, что перегрелся двигатель. Ну а если вам не повезет, то ваши вкладыши провернет, и вы попадете на очень хороший, дорогой ремонт. И вот когда на ремонт попадает такой двигатель 178, так как он работает на мотоблоке постоянно с перегревом, то там он изношен в хлам. Открываешь его, там втулок нет, вкладышей нет, и самое главное, нету поршня и нету цилиндра. Страшная выработка обычно на таких деталях. Ну и соответственно, если эти детали поменять, то по цене это будет практически новый мотор. В общем, те моторы одноразовые и финансово малопригодные, ввиду того, что износ на деталях, как правило, очень большой, а детали стоят очень дорого. Проще купить новый двигатель, чем ремонтировать старый. Такая вот горькая правда. У этих двигателей, которые водяного охлаждения, немножко все легче. Ремонт тоже не дешевый, но в принципе не такой страшно дорогой, как на тех моторах. Ну и самое главное, как же понять, что ваш двигатель перегрелся. Вот сейчас расскажу, какие есть признаки. Во-первых, двигатель начинает работать по-другому. Меняется звук работы самого двигателя. Он начинает вроде как бубнить. Такой звук у него специфический. Второе. Смотрите на вот этот вот датчик масла. Если на холодном масле, масло еще не перегрето, его нажимаешь пальцем, он нажимается с усилием. Когда масло перегретое, соответственно, он нажимается без всякого усилия. Уже можно заподозрить то, что масло уже жиденькое стало, перегретое. И самое главное, сразу появляется сизый выхлоп, потому что масло становится слишком жидкое, проходит между поршневых колец, попадает в камеру сгорания, частично там сгорает, частично выбрасывается в глушитель. Раз оно там сгорает, сразу появляется сизый выхлоп, который пахнет горелым маслом. Вот как только появился сизый выхлоп, поменялся звук работы двигателя, запахло маслом паленым, значит все, приехали, надо останавливаться и дать двигателю постоять, остыть. И еще одно. Вот сейчас видно, глушитель имеет такой ржавый цвет. Все красиво, все хорошо. А когда масло перегревается, оно частично сгорает в камере сгорания, частично выплевывается в глушитель. И глушитель приобретает черный темный цвет, потому что масло в нем догорает и красит его в черный цвет.
Опять же, как только увидели, что глушитель почернел, сизый выхлоп, воняет маслом, поменялся звук работы двигателя, все, двигатель перегрет, пора бы уже немножко и отдохнуть. Заодно и сами отдохнете, и двигатель остынет, остынет его масло, постоит немножко, и опять можно на нем работать. Если хотите точно знать, перегрелось ваше масло или нет, то лучше, конечно, поставить датчик температуры на масло. Не на воду, как все ставят в ютубе, а именно на масло. И следить за температурой масла. Опять же повторюсь, система смазки этого двигателя примитивна. И именно поэтому этот двигатель требует высококачественных масел. Те, которые способны работать при высоких температурах, около 100 градусов. И этот двигатель не терпит масел, которые не способны работать при температуре выше 80 градусов. Так что масло под этот двигатель надо выбирать тщательно. Потому что плохое масло сразу в этом двигателе начинает угорать. Сразу падает его уровень по щупу. Такие вот дела. Ну, в общем, такие вот признаки перегретого двигателя. За перегревом этого двигателя надо следить, потому что перегреть его можно легко. И это повлечет за собой крайне негативные последствия. Так что, если хотите, чтобы двигатель работал долго и нудно и счастливо, как у меня, больше 10 лет, не перегревайте. А если перегреваете, то кратковременно. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. Обязательно напишем в комментариях, понравилось видео или не понравилось. И не забываем подписываться на канал, кто еще не подписался.